Друзья, привет! Ух ты! Столько народу! Я знаю, кстати, почему. У нас сегодня будут супер гости. Ну и, конечно, мои друзья, прекрасная Елена, неподражаемый Нуржан и мои любимые гости. Как я рад вас всех видеть! Давайте начинать! Сегодня снова у нас такое прекрасное настроение. Я так рад вас видеть. Вижу, что вы подзагорели, похорошели. А знаете, мне кажется, что это не только Алания на вас так влияет, но и прекрасные комментарии и лайки, которые оставляют наши друзья под каждым нашим выпуском. Безусловно. Это Спасибо как вам топливо за для комментарии. нас, как заряд энергии. А вот я люблю комментарии читать, Вань. Да? Это мои любимые. Да, я даже знаю, что у тебя там есть и персональные комментаторы. Да, совершенно верно. Расскажи, поделись. Хочешь? Смотри. Я тут выписал, это мое такое хобби, знаешь, после каждого выпуска я читаю комментарии, и самое интересное я оставляю для себя. Поэтому Большая коллекция уже. собирается довольно-таки большая, но вот на сегодняшний день я хотел бы поделиться комментариями из Японии. Вау. Не ответь, у нас еще и японцы смотрят. Да, представляешь, мы, кстати, делаем субтитры. На некоторых роликах до 25 языков делаем субтитры. Ну поэтому здесь человек пишет «Алгаз-сан». Ну, видимо, это ты у нас. Говорит, спасибо тебе за все, что ты делаешь на канале. Также спасибо за то, что ты делаешь субтитры на японском. А теперь мне ответь, как ты это делаешь? Но дело в том, что у нас в команде есть еще один человек, он сейчас в Петербурге, его зовут Миша, и за субтитры отвечает он. Так что можно, наверное, перенаправить благодарности, которые поступают нам из Японии, прямиком в Санкт-Петербург. К сожалению, я не могу назвать человека, потому что здесь на японском написано. Ты можешь отблагодарить на японском, ты можешь сказать «аригато годзаимасу». Аригато гадзаимас. Да, вот передаем большой привет в Японию. Еще один есть, это уже по части к тебе. Ко мне, Смотри, Сагат Рамазанов пишет: Иван, бери гражданство Казахстана. гражданство Казахстана. А как взять? А что нужно сделать? Ты не знаешь, Я как вообще не гражданство против. взять? Я не знаю, но Нужно сперва захотеть. Дадут? захотеть. Да. Не, я уже с 2017 года, считай, вот живу только Казахстаном, новости только о Казахстане читаю. Да и вообще, да. А что Пора нужно? разобраться уже в этой теме и Сагат, узнать. вы напишите поподробнее, потому что, да, это, конечно, крутая перспектива. Я предполагаю, что Сагат является иммиграционным офицером. И он пишет Сагат, тебе. оставьте ваш номер, пожалуйста. Да. Да. Интересно, слушай, вообще, ну давайте все-таки перейдем от комментариев к новостям. Лен, какие у нас новости есть? Определили главные направления для путешествий для казахстанцев. И одно из самых перспективных, самых популярных – это Турция. Поэтому мы здесь всех ждем. Надеемся, что казахстанцев станет больше здесь, в нашем кругу, больше гостей придут в наше шоу. Вот такая новость, как тебе? Это супер. Из 2000 опрошенных по результатам голосования 20% собираются выехать за границу. И вот Ничего из этих себе. 20 39, по-моему, процентов именно выбрали Турцию. Неудивительно, да, что к нам сейчас приехал, Да, кстати, Ваня, расскажи, Таукель Муслим, правда, придет к нам сюда сейчас? да, и он, кстати, будет сидеть прямо вот на этом стуле, на котором ты сейчас сидишь. После, когда он закончит, можешь ты с собой домой забрать. Мне не разрешат здесь, из Ты купишь за ресторана. любые деньги. Да, действительно, Таукель настоящая звезда. Мы с ним познакомились в Алмате в 2021 году. На шоу было такое «Дала Баттл», где звезды театра, кино, музыки соревновались вместе со спортсменами профессиональными в традиционных, это можно назвать казахские народные традиционные игры, потому что они там стреляли из лука, седлали коня. В общем, было очень интересно. Скажи лучше мне, Ваня, как тебе удалось его поймать здесь, в Алании, потому что он отдыхает сейчас с семьей, с женой, с ребенком, и они, мне кажется, их трудно уловить, потому что они то в Каппадокии, то еще где-то разъезжают по достопримечательностям, по местам известным. Вот как тебе это все удалось? Но дело в том, что за ним был небольшой должок. Дело в том, что он стал победителем шоу. И мы такой придумали, мы снимали на этом шоу и придумали такой прикол, что тот, кто первым зайдет к нам в кадр, тот должен поделиться своим выигрышем. И первым, кто зашел, оказался как раз Таукель. Мы очень хотели встретиться в Алмате, но у нас все никак не получалось. То он уехал, потом мы были заняты, потом мы вообще уехали. И так получилось, что вот мы сегодня встретимся в нашей И все студии. вместе встретимся.
Да. Там уже я вот видел целая толпа молодых девчонок ожидает, когда он подъедет. Но давайте, слушайте, поговорим еще кое о чем. Да, помимо Таукеля, здесь, в Алании, сейчас Санжар Жубанов. Да. Он, Художник, философ. он отдыхает. Я думаю, что он вдохновляется этими прекрасными видами, этой атмосферой, этим городом. И, скорее всего, что-то интересное, думаю, вдохновляется, так что что-то интересное приготовит нам. Шансы есть. Нуржан, я знаю, что ты поклонник Санжара Жубанова. его творчества. Да. Я с ним непосредственно знаком. Ну, ты мне вот сказал, что есть какой-то секрет. А у меня есть информация, что намечается здесь в Алании, но я не буду говорить. Да, это мы скажем, когда будет у нас официальная информация, потому что надо Интригу повесим. не забывать о том, что если мы что-то скажем раньше времени, это может не сбыться. Такое бывает. Восток дело тонкое. Кстати, вы посмотрели видео, которое я вам отправил? Конечно. Про казахскую семью. Да, Про казахскую семью с немецкими корнями. вообще супер. Я прям удивлен был. Мне так понравились вот дети, которые такие они воспитанные, такое у них Читают воспитание. наизусть. Вообще начитанные, скромные, без телефонов. Ну, точнее, там есть у них телефоны, но не вот так вот они сидят. Как недавно мы сидели в ресторане, да, Нуржан выложил в Инстаграм себе, как там сидим в ресторане, и рядом с нами, по-моему, из Англии, по-моему, семья, и дети все сидят, и каждый в своем телефоне вот так вот. Один вообще согнулся. Мальчик ест и даже не видит, как макароны себе в рот клали. А я вот не удивлен, я Видите, сам из этого западного времени. Казахстана же, и у нас часто встречаются люди других национальностей, которые мыслят и говорят на казахском языке. Ну, большей Чисто, части да? это Атырауская область и Мангыстауская область. Вот, поэтому мне не совсем это удивляет, но это приятно. Но в комментариях писали, что «Да какая же она не казахская семья, это чистая казахская Ну да, семья». да, чисто казахская семья. Слушай, я даже им немного завидую, вот как они по-казахски говорят вообще. А у Чисто меня очень для казахский. тебя тогда есть предложение, ты можешь, чтобы потянуть свой казахский, Поселиться. да, поселиться. И, кстати, тогда будет возможность действительно Реалити-шоу. получить казахский паспорт, да? Не, если у меня будет казахский паспорт и казахское гражданство, я обязательно выучу казахский язык. Сейчас я уже процентов, наверное, на 5 знаю. Ну, благодаря еще Турции у тебя немножко он, Да. автоматом поднимается. И благодаря тому, Просто что... Похожие языки. Благодаря тому, что у меня много друзей казахов, и я с ними иногда Постоянно общаешься? пытаюсь, да. Казахский язык мне нравится. Мне еще нравится, что он такой комбинированный. Ты туда можешь вставлять русские слова, и так все это перемешивается. Когда у тебя день рождения? Январда. Ну, а чем не казахское слово? Да. Они, кстати, с Карагандинской области. В советское время много немецких заключенных после Второй мировой войны отправлялись по всему Казахстану, и большое количество их как раз-то осело в Карагандинской области. И поэтому я, как понял из ролика, они остались там, их дети родились, и они жили в чисто казахском ауле. Поэтому овладели казахским языком и вообще традициями обычными. Соседи все восхищены ими, да? Я обратил внимание, знаете, на что? На то, что там, когда речь зашла о том, планируют ли они переезжать там или хотят здесь остаться, они так прямо уверенно сказали, что нет, зачем, нам здесь хорошо, у нас здесь работы, говорят, много, что нам, куда нам ехать. Но, кстати, я хочу уже постепенно, я вижу, что уже подошли наши гости, я хочу уже постепенно приготовить вас к людям, которые взяли, да и переехали, точнее планируют переезд. У нас сегодня гости из Казахстана, великолепный актер Таукель Муслим с его прекрасной супругой Махаббат. Друзья, давайте встречаем их аплодисментами. Ура! Друзья, у нас сегодня великолепные гости. Ура! Аплодисменты! У нас актер Таукель Муслим и прекрасная его супруга Махаббат. Между прочим, первая вице-мисс Караганды. Какими судьбами в Алании, друзья? Мы запланировали этот отдых. Помимо отдыха еще успели поработать. У нас были съемки строительной компании Куртсафир, где мы приобрели недвижимость. И Бюрса на следующий год. Переедем. Да. Будем жить здесь подольше. Вау. Куртсафир, кстати, одна из моих любимых компаний. Тоже очень хочу последовать, получается, уже теперь и вашему примеру. Здесь очень много людей из Казахстана. Да. Как вам вообще Алания? Классно.
Алания очень классное место. Я в прошлом году тоже приезжал сюда, когда я смотрел квартиры. И очень понравилось. Понравилось, что не так много, на самом деле, ну, по сравнению с Анталией, не так много людей, туристов. Но, тем не менее, есть своя какая-то атмосфера все-таки. И вот это прям подкупило. И что еще радует, что не так много зон отдыха. И прям что для людей, для города. Вот это прям понравилось. А вы, я вот знаю, что ездили недавно летать на воздушных шарах. Да. Да. Можете немножко об этом тоже рассказать? Как вам? Мне очень понравилось. Эмоции просто зашкаливают. Максимально, по-моему, 800, да? 800 метров Да, поднимались. поднимаешься на Высота. высоту 800 метров. И вот этот обзор, где много разных разноцветных шаров, это вообще бесподобно. Да. Сказка. да? Сказка. Да, рано утром с 4 И, до 7, именно да. с 4 до 7. И нам повезло, что да, и погода была хорошая, без Потому что ветра. они иногда летают, какие-то дни не летают. Да, если не погода, плохая погода, они не рискуют. Токель арендовал авто и сам Да, мы с личным водителем добрались. поехали в Каппадокию. 6 часов туда, 6 Да, часов обратно. обратно. Ну, это стоило того. Да, вот это круто. Мы с вами виделись последний раз в 2021 году. Да. Было такое шоу «The Love Battle». Да, Это проект. шоу, где соревнуются актеры и спортсмены вместе, и там традиционные казахские игры. Это можно же Да, так? разные испытания, да, А, реалити-шоу. И я вот подумал, вот хочу задать вопрос, все, никто мне никак не может ответить на него. Я удивился там, что на равных выступают и спортсмены, и актеры. Как такое может быть? Профессиональные спортсмены, бойцы, чемпионы мира, олимпийские чемпионы. И актеры вроде бы обычные ребята, а по силам одно и то же. Как это вообще работает? Ну, на самом деле, творческие люди у нас в Казахстане, они даже те же самые актеры, певцы, они все поддерживают хорошую форму, спортивную форму, следят за собой. Поэтому в этом плане вообще проблем не было. И самая главная задача этого проекта – это пропаганда спорта. Пропаганда спорта, молодежи, чтобы молодежь все больше интересовалась спортом, здоровым образом жизни, и чтобы вели здоровый образ жизни. Вот это самая главная задача была. И несмотря вот трудности, конечно, спортсменам более легче было в каких-то испытаниях, а нам, творческим людям, было сложно, но тем не менее, несмотря на это, вот. В этом и было интересно, на самом деле. Комментарии читаешь, все такие прям удивляются. Типа, как вы смогли, как вы это сделали, там, блин, было опасно, туда-сюда. Разные эмоции были, и, это классно прям. В этом и состоит, кажется, суть таких проектов, реалити-шоу. У меня, знаете, какая мысль появилась? Вот еще тогда, когда я был в Казахстане, в Алмате, я подумал, а почему бы не сделать The Love Battle International? Ну да. И пригласить было- спортсменов с других стран. С кем бы было- вы хотели, вот, и, например, из голливудских актеров посоревноваться? Блин. Да, хоть с И любым. Джеки Чан нельзя, он, мне кажется, что это читерский. Да, хоть с любым, честно говоря, если даже Опыт, да? Да, не самые там именитые, может, даже приедут, я с радостью приму участие и Между буду. прочим, проект же есть тоже бокс. Там тоже Буду очень рад. с других Да, да, это вызов был. вызов, да. Да, там могли популярные там артисты там, Блогеры. выйти на ринг там против блогеров, там либо офисных работников, белых воротничков. Вот. Тоже, по сути, такая интересный проект. Вот. А вот международный проект, если сделают такой проект, это будет очень интересно. Давайте тогда для примера. Леонардо Ди Каприо или Джейсон Момоа? Блин, Джейсон Момоа интереснее будет, кажется, с ним посоревноваться. Он же- Но а- у Леонардо Ди Каприо есть Оскар. Он атлетический, очень крутой. Леонардо, блин, я бы с ним просто поговорил, честно. Не то, что соревноваться, а просто поговорить бы. Тем более, что у вас есть одна роль, где вы тоже играли пилота. Да. Леонардо Ди Каприо тоже играл пилота. Да. А какая мне лично вот эта роль больше всего запомнилась, она такая прям яркая получилась, выразительная, хотя это был вроде как отрицательный герой, правильно? Да, он такой нарцисс, самовлюбленный. Даже когда предложили эту роль, я особо не хотел даже играть эту роль. Но потом уговорили.
В принципе, потом посмотрел, ну, неплохо получилось. Да, получилось круто. Да. А какая роль вот из тех, которые вы уже сыграли, вам больше всего запомнилась? Ну, больше запомнилось, конечно, международные проекты. Там ощущения другие были, там команда другая была. Это вот «В поисках мамы», которые снимали в Америке, в Турции снимали, в Анталии снимали. Очень крутой был проект. Также «Барон» мы снимали, Узбекистан, он еще не вышел на прокат, он скоро готовится. Вот. Очень хороший проект тоже понравился. В основном вот такие международные, потому что там больше опыта набираешься, практика. И для зрителя, думаю, это будет интересно, когда другие актеры из других стран. А сейчас в каком-то, может, если это не секрет, что-то может прорекламировать? Ну, да, планируется выйти «Барон» вторая часть. Вот, Узбекистан, Россия, Турция, Казахстан. Очень масштабный проект. Там все, ну, почти крутые актеры играли. Трейлер очень крутой. И вот скоро, в этом году, кажется, должен уже показать этот проект. Потом сняли в Казахстане с кинопарком «Казахи против инопланетян». Первый фэнтези для Казахстана, для казахстанского кино. Да. Название крутейшее. Да, комедия, фэнтези, фантастика будет. Там я сыграл эпизод. Этот проект будет. И Бюрса, вот Юлия, главная роль. Хороший такой проект, экшен, боевик. Пока рабочее название «Телохранитель для моей дочери». Ну, там про спецслужбы, про отряд, спецназ. Вот такой, ну, роль солдата будет играть. Давайте про футбол. Вы же футбол, я знаю, любите, я тоже люблю футбол. Знаю, что выступаете в суперкоманде Алатау, да? Да, да. Сегодня смотрел матч ваш. Да. Алатау Кайрат. Да, да. Там, Ну, там, где Сека гол забил. последняя игра, да. У меня на самом деле два вопроса есть. Почему бы вам не взять себе в команду очень перспективного нападающего? Большие надежды. Нападающий нам нужен, кстати. Но этот вопрос не я один решаю. Есть менеджмент, есть руководство, как-то, ну, так сказать. Вот, с ними надо согласовать. Нужно пройти Кастинг. испытание, да, кастинг такой, 90 минут Вау. игры. Вот. И после этого, я думаю, почему бы и нет. Мы сейчас, наоборот, хотим более обновить свою команду Алатау, потому что очень сейчас популярная в России команды блогеров. Они сейчас так прокачивают, даже зрители больше смотрят именно матчи блогеров, чем официальный этот футбол России. И это прям самое странное. И у нас эта тенденция начала в Казахстане действовать, что все блогеры начали объединяться, открывать свои команды. Хотя Алатау, он существовал очень давно, с 2007 года или 2004 года. И вот с тех пор мы играем постоянно. В 2017 году мы были чемпионами среди артистов. В Москве мы получили первое место. Вот. И в целом, вообще, эта идея очень классная, я думаю. Потому что для меня моя мечта была стать футболистом. Ну, по каким-то причинам я не смог этого сделать, но тем не менее, хоть частично какие-то ощущения получаю. Когда выхожу на поле, на большую игру, со зрителями, это прям классно. Забиваете голы? Да, забиваем голы, делаем... Там не засчитали еще один из офсайдов. Да, делаем даем голевые пасы. Да. Это круто. Тогда второе вот такое, даже, наверное, это можно сказать как предложение. В Казахстане есть в Алмате одна команда, которая называется «Барыс». Это команда бабушек. Бабушек? Команда бабушек. Я когда был в Алмате в 2021 году осенью, принимал участие в удивительном матче «Барыс-1» против «Барыс-2». Это команда бабушек, средний возраст 70 с чем-то лет. Я думаю, что вашей команде обязательно нужно сделать контрольный матч с командой бабушек. Ничего себе. Кстати, я как раз там могу прийти на просмотр. Я думаю, что я на фоне бабушек буду неплохо смотреть. Давайте. Ну, Хотя они очень серьезно к этому относятся, прям тренируются, в общем. Да? Первый раз слышу.
Прикольно. Я от их лица сейчас приглашаю вас на вот такой вот выставочный. Прикольно. Давайте сделаем. Ну все, друзья, вы все свидетели, и все наши дорогие зрители. Да. Воу! Ну что, подводя итог, хочу сказать вам спасибо, что зашли. Очень рад, что теперь у нас в Алании есть такие прекрасные горожане. Возможно, не знаю, на постоянной основе вы будете или будете приезжать как на дачу, но это очень приятно. Желаю вам успеха в Спасибо. семейной жизни, желаю Спасибо. вам успеха в творческой карьере. Как я вот обычно говорю, сейчас Казахстан в тренде. Вот есть Димаш, лучший голос планеты, есть Иманбек, лучший диджей планеты, есть Геннадий Головкин, лучший Лучший боксер. да, в мире. Да. И сегодня у нас в гостях один из самых популярных актеров Казахстана Таукель Муслим. Спасибо. Аплодисменты! Спасибо. Спасибо. И мы желаем вам удачи. Да. О, Хороших спасибо. просмотров. Рахмет. За Да. приглашение. Миллион зрителей. Вау! Ну Да. все. Теперь это Подписчиков. должно сбыться. Да, и подписывайтесь, друзья. О, Алга Петербург. такая вот великолепная семья. Как вам, друзья? Как вам, Таукель? Здорово. Я очень рад, что мне удалось познакомиться с Таукелем Муслимом. Хотя он знаменитая личность, можно сказать, звезда, суперзвезда, также не только в Казахстане, но и за пределами. Он является, при всем при этом, он является очень простым и открытым человеком. Да, это точно. Это И он факт. сейчас на пике своей, вот, восходит, да? Настоящий взлет, да. Пожелаем обязательно ему еще больших успехов. Новых творческих достижений, какой-то Пускай реализации. покоряет, да, сейчас казахстанское кино из Казахстана переживает настоящий взлет, настоящий кинобум, и так же, как и творчество, конечно, Таукеля. Поэтому Алга, Таукель. А у меня есть, друзья, для вас еще небольшой сюрприз, точнее, даже два. Дело в том, что мы с вами, мы же являемся все поклонниками творчества Димаша Кудайбергена, и у него сейчас есть песня «Окей», которая бингует тоже в Америке, везде занимает лидирующие места, в Билборд зашла, и сейчас наш друг Фабио Кассали, итальянец, сделал кавер-версию на эту песню. Ее уже можно посмотреть у него на канале. В общем, вот так вот, итальянцы, представляете? Кстати, на канале Алга Петербург можно посмотреть целую серию видео с каверами, как Дирс исполняют песни Димаша. Да, Тоже очень интересно. Если вы серия еще не онлайн-концертов. смотрели, пожалуйста, заходите. Обязательно посмотрите, друзья. И заходите к Фабио. А еще один сюрприз. Хотя надо обязательно сказать, еще добавить к теме песни «Окей», о том, что у нас на канале вышло интервью с Александрой Гайдар. Это актриса. Тоже обязательно посмотрите. И у нас обычно наша программа заканчивается каким-то приятным таким воспоминанием, приятным громким Заставит нас аккордом. петь песню, да? Зачем ты Сегодня напомнила об этом? Сегодня вам повезло, потому что за вас отдуваются сегодня латиноамериканские Дирс. Они приготовили для Димаша. Дирс — это поклонники Димаша Кудайбергена. Они его очень любят. В Латинской Америке вообще обожают Димаша. И они приготовили рэп на испанском языке, посвященный Димашу Кудайбергену. Представляете? Готовили они этот проект целый год. Наша подруга Кармен из Чили, наша подруга Клаудия Лобос и чилийский фан-клуб. Целый год, вы представляете, готовили проект. На Новый год, на новогоднем онлайн-концерте мы уже показали небольшой кусочек. Вот. А сегодня, наконец-то, у них все готово. И я готов, друзья, вас порадовать такой музыкальным финальным аккордом нашей сегодняшней передачи. Здорово. Как? Вы Круто. готовы? Супер, давай. Давайте, друзья! Всем пока! Mensaje para toda la gente que escucha. Vivir de la music no es broma, es una lucha. Aquí se crece el cuento de fama y de gloria. Y no inflar a nadie es una victoria. Hay un nombre diferente con sentido de cultura. La nueva voz del mundo dice el ego es basura. Cuanto más grande es ese más sencillo. Y ser agrandado, papi, no tiene ningún brillo. Si tú me preguntas cómo es que se llama, dime te lo digo, mi voz lo aclama. Su canto para la gente y la tiene clara. Porque él no sufre del mal de la fama. Dimash su nombre y que no te asombre. La nueva voz del cielo manifestada en un hombre. Un ángel, un dios o un extraterrestre. Deja que ahora mismo su talento te demuestre. Dimash su nombre y
que no te asombre la nueva voz del cielo manifestada en un hombre, un ángel, un dios o un extraterrestre. Deja que ahora mismo su talento te demuestre. Si crees que todo lo has escuchado, óyeme bien, estás equivocado. Quiero que en todo el mundo se sepa quién es la voz de la gran estepa. Soy fan de D-Max, soy DR y te contaré algo que no sabías. Con su cantar va dejando huella. Kazajstán es tierra de gente muy bella, de alma fuerte y generosa, sabia, profunda y muy talentosa. Él te llama a la paz, ya basta de guerra y dejar tu mejor legado en la tierra. Su arte se expresa en más de 10 idiomas, ya en la primera nota su talento asoma. Dime qué estilo quieres escuchar y te aseguro que te va a impresionar. D-Max su nombre y que no te asombre la nueva voz del cielo manifestada en un hombre, un ángel, un dios o un extraterrestre. Deja que ahora mismo su talento te demuestre. D-Max su nombre y que no te asombre la nueva voz del cielo manifestada en un hombre, un ángel, un dios o un extraterrestre. Deja que ahora mismo su talento te demuestre. Además toca varios instrumentos en medio de tanto sufrimiento. El mundo entero sabe ver en él que hay esperanza, un gran renacer. Y hay algo más que quiero contarte. Su nombre está en el planeta Marte. Con perseverancia, hermano, aplica la constancia. Cuando dice que pronto algo se viene, nadie sabe lo que en la cabeza tiene. Que pronto es hoy o quizás mañana, próximo mes o próxima semana. Tal vez sea el año que viene y el canto vive en su ADN. Y eso no sé qué esperar, vale la pena. Que D-Max tiene vibra muy buena y esto no es excluyente, mi gente. Esto es inclusivo, contigo, conmigo. Su voz nos hace sentir vivos. D-Max su nombre y que no te asombre la nueva voz del cielo manifestada en un hombre, un ángel, un dios o un extraterrestre. Deja que ahora mismo su talento te demuestre. D-Max su nombre y que no te asombre la nueva voz del cielo manifestada en un hombre, un ángel, un dios o un extraterrestre. Deja que ahora mismo su talento te demuestre. Nos pasa a todos, a ti y a mí. Él fue el número 1 en MTV. Y por si alguien no me ha entendido, esto es verdad, no es puro ruido. En los 5 continentes, todo lo que él hace alegra a la gente. Su voz te atrapa, te impacta y calma, no solo la mente, también el alma. Desde Kazajstán entiende, el águila más grande que el vuelo emprende. Desde Kazajstán entiende, su canto, su ser, el amor enciende. Juntando, uniendo, te estoy contando lo que el universo le está pasando. Día fructífero, noche fructífera, eso es lo que todo el mundo está esperando. D-Max su nombre y que no te asombre la nueva voz del cielo manifestada en un hombre, un ángel, un dios o un extraterrestre. Deja que ahora mismo su talento te demuestre. D-Max su nombre y que no te asombre la nueva voz del cielo manifestada en un hombre, un ángel, un dios o un extraterrestre. Deja que ahora mismo su talento te demuestre. En todas las redes no hay que se resista. Y perdón que con este tema te insista, pero tú sabes que te quiero y todo lo bueno te lo comparto y es acto. D-Max es un universo, su persona, su voz y sus versos, un don de Dios según su apellido. Cuando ves todo negro y la luz se ha ido, ilumina todo, no te estoy mintiendo. Es el decir de millones que lo están siguiendo. D-Max derriba toda la barrera, tocando el dombra, comiendo pera. Cada concierto es un encuentro lleno de alma y de sentimientos. Su forma de ser te toca profundo. Este kazajo transforma el mundo y de eso que te hablo estoy seguro. D-Max está hecho del metal más puro. Es trabajo, conciencia y autenticidad, sabiduría, talento, amor y paz. D-Max su nombre y que no te asombre la nueva voz del cielo manifestada en un hombre, un ángel, un dios o un extraterrestre. Deja que ahora mismo su talento te demuestre. D-Max su nombre y que no te asombre la nueva voz del cielo manifestada en un hombre, un ángel, un dios o un extraterrestre. Deja que ahora mismo su talento te demuestre. Vamos parando toda la violencia, deja de lado tu indiferencia, porque somos uno. En esencia somos uno. Somos uno, we are one. Somos uno, we are one. Somos uno, we are one. Somos uno, D-Max. Yeah. City pop, pop, pop. South. Con Race. Desde Chile. Yeah.